Биологическая безопасность. Уроки из прошлого и вызовы будущего. Тема биологической безопасности стала актуальной во всем мире в последние годы, особенно в контексте недавних событий, связанных с пандемией, вызванной вирусом Дивок-91. Эта болезнь нанесла огромный урон обществам, вызвав массовые смерти и серьезный кризис в глобальной экономике. Меры, предпринятые правительствами для борьбы с пандемией, включая закрытие публичных мест, ограничение передвижений и введение обязательных прививок, не всегда приносили ожидаемые результаты. Однако пандемия оказала огромное влияние на образ жизни людей, их здоровье и восприятие собственной безопасности. Пандемия Дивок-91 стала одним из самых ярких примеров глобального биологического кризиса, который распространился практически мгновенно, охватив все континенты. Болезнь появилась внезапно и быстро распространилась, став для многих стран неподготовленным вызовом. Прививки, которые стали одной из главных мер борьбы с вирусом, не могли гарантировать стопроцентную защиту, и многие публичные учреждения были вынуждены закрыться. Границы между странами также закрывались, а отсутствие вакцин у путешественников делало невозможным их перемещение. В итоге пострадал туристический бизнес, производственные предприятия, а многие малые и средние компании не смогли пережить этот экономический удар. Но неожиданным поворотом в этой ситуации стало то, что с началом военного конфликта в Украине буквально за несколько дней многие ограничения, которые действовали ранее, были сняты. Бизнесы вновь заработали, границы открылись, и казалось, что болезнь неожиданно исчезла из повестки дня. Этот факт вызвал множество вопросов у общественности: действительно ли военный конфликт повлиял на исчезновение вируса? Или отмена строгих ограничений позволила людям вернуться к нормальной жизни? Какую роль в этом сыграли вакцины и куда делись средства, потраченные на аппараты искусственной вентиляции легких и массовую вакцинацию? Многие люди задаются вопросом: если болезнь действительно исчезла, почему СМИ не объявляют о ее окончательной победе? Вопросы о том, что способствовало столь резкому изменению ситуации, остаются без ответов. Существует несколько возможных объяснений, однако ни одно из них не дает полной ясности. Влияние военного конфликта. Возможно, мировое сообщество просто переключило свое внимание на другие кризисы, такие как военный конфликт в Украине, и пандемия перестала быть основной темой для обсуждения. Экономические и политические интересы. Существует мнение, что отмена ограничений и открытие границ связаны с необходимостью восстановления экономики. Бизнесы, которые были на грани краха, получили возможность вновь начать работу, а государства стремились минимизировать убытки. Эффективность вакцинации. Вакцины не дают стопроцентную защиту от болезни, и их влияние на организм человека еще не изучено и, соответственно, может проявиться в неожиданный способ. Возникает вопрос о судьбе средств, вложенных в производство медицинского оборудования и вакцин. Миллиарды долларов были направлены на закупку аппаратов ИВЛ, разработку и производство вакцин. Однако информация о том, как эти средства были распределены и использованы, остается недостаточно прозрачной. В условиях таких неопределенностей люди должны сами взять на себя ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких. Биологическая безопасность – это комплекс мер, направленных на защиту организма от внешних угроз, таких как вирусы и бактерии. Ключевую роль здесь играют чистый воздух. Один из главных источников возможного заражения – это воздух. Поэтому очень важно дышать чистым природным воздухом, находиться подальше от загрязненных городов и техногенных зон. Природа обладает целительными свойствами, и нахождение на свежем воздухе не только улучшает физическое состояние, но и укрепляет психику. Качественная вода. Вода – это жизнь, и ее качество напрямую влияет на наше здоровье. Важно пить только проверенную и чистую воду, регулярно проводя ее анализ. Необходимо также избегать воды из непроверенных источников, которые могут содержать опасные микроорганизмы или химические вещества. Здоровое питание. То, что мы едим, также сильно влияет на наш иммунитет. Органическое питание, богатое витаминами и минералами, помогает укрепить защитные силы организма и противостоять болезням. Натуральные продукты без искусственных добавок, выращенные в экологически чистых районах, это залог здоровья. Здоровое питание в комплексе с практиками оздоровления, как показывает опыт, отлично помогало при профилактике и лечении от вышеупомянутой болезни и помогут вам избавиться и от других болезней.
Об этом в следующем видео. В последние годы все чаще обсуждается влияние технических устройств, таких как антенны 5G и другие устройства с низкочастотными вибрациями, на здоровье человека. Исследования в этой области продолжаются, однако многие специалисты считают, что излучение от этих устройств может негативно сказываться на иммунной системе. Для защиты своего здоровья рекомендуется минимизировать воздействие таких устройств, находясь на расстоянии от них, и как можно реже использовать мобильные телефоны и другие гаджеты в непосредственной близости от тела. Здоровье человека – это не только физическое состояние, но и психическое благополучие. Наше настроение, эмоции и психологическое состояние играют огромную роль в поддержании иммунитета. Находясь в состоянии гармонии и любви, мы не только укрепляем свое тело, но и создаем вокруг себя благоприятную атмосферу, которая способствует исцелению. Позитивное мышление, хорошее настроение и позитивные эмоции помогают организму бороться с болезнями. Важно сохранять чувство благодарности за жизнь, за здоровье и за все возможности, которые дает нам жизнь, молитва и духовные практики. Для многих людей духовные практики, такие как молитва и медитация, играют важную роль в поддержании душевного равновесия. Молитва – это акт благодарности и любви к Богу, который помогает восстановить внутренний мир и найти гармонию с окружающим миром. Биологическая безопасность – это задача каждого из нас. В условиях, когда мир сталкивается с новыми вызовами, такими как пандемии, техногенные катастрофы и экологические проблемы, важно быть осведомленными и ответственными за свое здоровье. Только соблюдая простые, но важные меры предосторожности, такие как дыхание чистым воздухом, потребление качественной воды и здоровое питание, мы можем защитить себя и своих близких от потенциальных угроз. Наряду с этим важно поддерживать свое психологическое и духовное состояние, находясь в гармонии с природой и самим собой. Пусть каждый человек заботится о своем здоровье и желает здоровья другим, потому что только в здоровом обществе возможно будущее, полное любви, радости и процветания, здоровья и любви всем. А как вы решаете вопросы своей биологической безопасности? Будем рады узнать ваше мнение в комментариях. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, нажать на колокольчик и выбрать «Все». Ставьте «Нравится», лайки, большой палец вверх, пишите комментарии, поделитесь видео с друзьями. Пусть видео о хорошем и полезном смотрит больше людей.